В мире бокса есть история о силе, а есть история о безумии. Мы привыкли, что спорт — это путь наверх через пот и преодоление. Но иногда это скоростной спуск в самую преисподнюю. Эдвин Валера не был боксером в привычном смысле этого слова. Он был стихийным бедствием, запертым в человеческом теле. 27 боев, 27 нокаутов, 0 поражений. Ни один из его соперников не дожил до судейского решения. Ни один не смог устоять под градом ударов человека, который, казалось, не знал усталости и не чувствовал жалости. Но его главный поединок никогда не транслировался по ТВ. Его главный враг не носил перчаток и не подчинялся правилам. Он жил внутри его черепной коробки. Там, где после роковой ночи 2001 года осталась трещина, изменившая все. Тот вечер должен был стать финалом. Скорость за 100, никакого шлема, только самоуверенность и ветер в лицо. Удар об асфальт был такой силы, что врачи позже назовут его выживание чудом. Перелом основания черепа, трепанация, осколки костей, впивающиеся в мозг. Говорят, в тот день Эдвин Валера умер, но его тело, оно просто забыло об этом. Из операционной вышел уже не тот парень, который мечтал о славе. Вышло нечто иное. Человек с поврежденной душой и стертыми границами морали. Сегодня мы разберем анатомию этого разрушения. Мы заглянем в глаза Динамиту, чей фитиль начал гореть задолго до того, как он стал чемпионом мира. Это история о рекорде, написанном кровью, и о бездне, которая в итоге поглотила все. Вы на канале Стироспорт, и это точка невозврата Эдвина Валеро. Эдвин Валера вернулся в ринг вопреки всем законам логики и медицины. Тело, которое должно было гнить в земле, превратилось в идеально отлаженную машину по производству нокаутов. Его стиль не был искусством. В нем не было пластики Роя Джонса или техники Мохаммеда Али. Это была работа мясника. Чистая, концентрированная деструкция. Свои первые 18 боев Валеро закончил в первом раунде. 18 человек выходили против него с планом на бой, а уходили в глубокое забытье, так и не поняв, что именно их ударило. Его прозвали «Динамитом», но правда была в том, что Эдвин не просто бил, он прошивал соперников насквозь. Его удары имели странную, неестественную природу. Эксперты позже скажут, что из-за травмы головы он перестал чувствовать дистанцию и опасность. Он шел вперед там, где нормальный человек отступил бы. Он не боялся пропустить удар, потому что его мозг уже пережил худшее. Венесуэла замерла в экстазе. Уго Чавес видел в нем символ несокрушимости своего режима. На груди Валера появилась татуировка с лицом президента. Он стал неприкосновенным. Золотой мальчик, которому было позволено все. Но пока мир восхищался его рекордом, в тренировочных лагерях начали замечать странности. Эдвин мог часами избивать мешок в полной тишине, не реагируя на команды тренера. Его взгляд становился стеклянным. Он смотрел сквозь людей, в какую-то точку за пределами реальности. Фитиль уже догорал. Но в ослепительном блеске его побед никто не заметил, как динамит начал плавиться изнутри. Американская мечта Валера разбилась об один единственный снимок МРТ. Техасская комиссия увидела в его голове тень, и это была не просто тень от шрама. Это было клеймо. Непригоден, опасен для себя и окружающих. Запертый в родной Венесуэле, Валера стал неприкосновенным богом. Но дайте человеку с поврежденным мозгом абсолютную власть, и вы получите чудовище. Кокаин стал его вторым тренером. Паранойя — его единственной тенью. Он запирал свою жену Дженнифер в 4 стенах. Он видел агентов ЦРУ в каждом встречном. Его жизнь превратилась в бесконечный раунд, где гонг никогда не звучит. Пока весь мир ждал его мегабоя с Мэнни Пакьяо, Эдвин Валера уже вел свою главную войну. Войну против реальности, которую он окончательно проигрывал.
В его голове поселился шепот, который заглушал рев трибун. Он обвинял жену в изменах, которых не было. Он избивал ее, а наутро плакал, не помня своего гнева. Это была деменция боксера, умноженная на наркотический психоз. В ослепительных лучах славы Валеро был один, со своим демоном. И демон начинал побеждать. 18 апреля 2010 год. Отель «Интерконтиненталь», город Валенсия. Воздух в номере 624 кажется тяжелым, как свинец. Валера не спал несколько суток. Для него мир давно превратился в кровавый туман, где нет имен. Есть только цели. 3 ножевых ранения. Финал истории любви, которая больше напоминала затянувшийся кошмар. Почему он не скрылся? Почему, спустившись на ресепшн в 5 утра, он спокойно признался в содеянном? В этот момент зверь внутри него наконец насытился. Он отступил на задний план, оставив Эдвина 1 на 1 с оглушительной тишиной. В этой тишине больше не было голоса его жены. Не было аплодисментов. Только холодный свет ламп и осознание того, что пути назад нет. Это был его последний нокаут. Самый страшный и окончательный. В ту ночь в Валенсии умер не только чемпион. Там умерла последняя капля человечности в человеке, который когда-то просто хотел быть лучшим боксером в мире. 13 часов в камере. 13 часов в ожидании суда, который уже не имел никакого значения. Петля, сделанная из собственной одежды. Эдвин Валера поставил финальную точку в своей статистике. 28-й нокаут он нанес самому себе. В его истории нет морали, нет искупления. Есть только холодный факт. Иногда великий талант – это лишь форма проклятия. Бокс – это зеркало. И если в этом зеркале живет монстр, рано или поздно он выйдет наружу. Валеро не оставил наследия. Он оставил глубокий шрам на лице мирового бокса. Смотрите в зеркало чаще, чем на своих кумиров. Ведь иногда за красивым рекордом скрывается бездна. А в бездне, как известно, света нет. Это был Стироспорт. Подписывайтесь, если готовы смотреть правде в глаза. Берегите себя. До встречи в ринге.